В воображении пират — это грязный моряк с повязкой на глазу и бутылкой рома. Но в реальности все было куда интереснее. В 17 и 18 веках на Карибах и у побережья Африки появились так называемые пиратские республики. Автономные общины, которые функционировали как независимые государства. Например, на острове Нью-Провиденс пираты создали свое подобие парламента. Они избирали лидеров, договаривались о законах и справедливо делили добычу. В этих сообществах действовали строгие внутренние правила. Капитан избирался большинством голосов, трусость каралась, а грабежи среди своих строго запрещались. Пиратский кодекс предусматривал даже компенсации за ранения. Такая система позволяла сохранить дисциплину и порядок в крайне опасной среде. Генри Морган, Черная борода, Бартоломью Робертс — не просто грабители, а стратеги, которые руководили целыми флотилиями. Некоторые из них контролировали торговые маршруты, вели переговоры с государствами и диктовали свои условия. Пираты создавали зоны, где государственная власть не действовала. Они восполняли этот вакуум, устанавливая свои законы. Это был вызов официальной власти и пример того, как даже преступность может обрести структуру, порядок и даже зачатки демократии. Именно это делает пиратов по-настоящему уникальными. Они были вне закона, но со своими законами. Америка 1920-х годов. Эпоха, когда запрещенный алкоголь стал самой прибыльной отраслью. Введение сухого закона создало идеальную почву для расцвета организованной преступности. Гангстеры поставляли спиртное в бары, покупали полицейских, держали в страхе целые кварталы. В Чикаго доминировал Аль Капоне. Имя, ставшее синонимом криминальной империи. Капоне не был просто уличным бандитом. Он строил логистику поставок, подкупал чиновников и устраивал кровавые разборки с конкурентами. Его доходы исчислялись миллионами долларов в год. Несмотря на все это, многие простые американцы относились к нему как к народному герою. Он открывал бесплатные столовые, раздавал деньги бедным и выступал благотворителем. Но за этим фасадом скрывались убийства, взрывы, рэкет и шантаж. Капоне устраивал резни, вроде бойни в День Святого Валентина, где были расстреляны 7 человек. Однако судить его за насилие не удалось. Власти нашли лазейку. Он попал в тюрьму за уклонение от налогов. История Капоне же — это урок о том, как закон может быть бессилен против хорошо организованного криминала. Преступность стала бизнесом, а преступники — звездами. Впервые преступник управлял городом, а не скрывался от него. Южная Америка — регион, где преступность стала частью политической и экономической системы. Колумбия, Мексика, Перу. Здесь картели не просто преступные группировки, а параллельные структуры власти. Самый известный наркобарон — Пабло Эскобар. Его картель Медельин контролировал производство и поставки кокаина в США и Европу. Он подкупал министров, судей и полицейских, строил больницы и школы, а тех, кто мешал, устранял. В 80-е годы Эскобар был одним из самых богатых людей планеты. Но за деньгами скрывалась жестокость, похищения, теракты, убийства журналистов. Государственные структуры в отдельных регионах теряли контроль, а местные жители предпочитали плату картелю, чем налоги государству. После ликвидации медельинского картеля его место заняли другие, более скрытные, но не менее жестокие. Мексиканские группировки, такие как Лос Сетос и Синалоа, перешли к новой модели. Сеть мелких подразделений, высокая мобильность и жесточайшие методы. Сегодня картели — это не только наркотики. Это торговля оружием, людьми, вымогательство и даже участие в выборах. Они стали частью мировой теневой экономики. Эта реальность доказывает: преступность может быть устойчивой, массовой и глубоко интегрированной в общество. Особенно там, где закон ослаб. В отличие от большинства преступных группировок, якудза веками сохраняет полулегальный статус. В Японии многие ее кланы зарегистрированы как официальные организации. Они платят налоги, арендуют офисы и даже участвуют в переговорах с государством. История якудзы уходит в 16 век, когда торговцы и игроки объединились в союзы взаимопомощи. У якудзы есть собственная философия — честь, верность и внутренняя дисциплина. За нарушение правил полагается юбицу — отрезание части пальца как знак покаяния. Внутри организации действует строгая иерархия, сравнимая с армейской. Они контролируют ночную жизнь, недвижимость, финансовые махинации, азартные игры и проституцию. При этом иногда выполняют функции порядка. Следят за улицами, помогают при бедствиях, выступают посредниками в конфликтах. Но за этой псевдозаконной оберткой скрываются рэкет, убийства, шантаж и коррупция. В последние годы власти Японии стали активнее бороться с кланами, но влияние якудзы сохраняется. Якудза — это уникальный пример преступности, вписанной в культуру и экономику страны. Их сложно назвать просто мафией. Это параллельный мир со своими правилами, где преступление живет под прикрытием порядка. Сегодня преступность перешла в новую реальность — цифровую. Больше не нужны автоматы, маски и нападения. Достаточно ноутбука и интернета. Киберпреступность — это миллиардные убытки, парализованные банки и сломанные цепочки поставок. Хакеры, действующие индивидуально или в составе групп,
проникают в серверы компаний, блокируют доступ и требуют выкуп. Пример. Атака вируса WannaCry, парализовавшая больницы, банки и транспортные системы по всему миру. Или группа DarkSide, взломавшая трубопровод в США и оставившая часть страны без топлива. Они используют анонимность, криптовалюты, шифрование. Работают из стран, где нет экстрадиции, скрываясь за прокси и бот-сетями. Часто за ними стоят не просто преступники, а группы, спонсируемые государствами. Кибермафия ворует персональные данные, шантажирует, вмешивается в выборы и разрушает бизнесы. При этом многие атаки остаются безнаказанными. Мы вступили в эпоху, где преступник не человек с пистолетом, а программист в капюшоне, способный обрушить фондовый рынок. И именно поэтому цифровая мафия — главная угроза завтрашнего дня. На Сицилии в XIX веке родилась одна из самых устойчивых преступных систем в истории — Коза Ностра. Ее основа — принцип Омерта или молчание. Ни один член мафии не должен раскрывать информацию внешнему миру. За нарушение — смерть. Возникнув как защита сельских жителей от произвола помещиков, Коза Ностра быстро превратилась в структуру власти. Мафия контролировала все, от сбора дани с крестьян до охраны поместий. Позже влияние перешло в города. Убийства, шантаж, взятки — все это стало частью системы. Внутри действовала иерархия, боссы, капо, солдаты. Посвящение проходило с присягой, сжиганием святого изображения и каплей крови. В 20 веке мафия распространилась в США. Итальянские семьи создали свои кланы — Гамбино, Лукезе, Дженовезе. Они контролировали стройки, порты, казино. Подкупали судей, вмешивались в выборы. ФБР долго игнорировало проблему, пока в 70-х не начались аресты. Но даже после громких процессов мафия не исчезла. Просто изменила тактику. Сегодня Коза Ностра тише, но по-прежнему опасна. Это структура, пережившая диктатуры, войны и глобализацию. Ее сила в закрытости и умении меняться. Даже в цифровую эпоху она сохраняет влияние, скрытое за фасадом бизнеса и внешней респектабельности. В Европе средневековье преступность не исчезла, а изменила форму. Когда улицы городов стали заполняться ремесленниками, торговцами и нищими, появились и те, кто использовал эту среду для создания теневых структур. Подпольные гильдии, братства, шайки — все это существовало под прикрытием легальных цехов. Некоторые ремесленные объединения фактически крышевали воров, прикрывая своих членов от властей. В немецких и французских городах действовали настоящие воровские суды, где споры решались внутри сообщества. Бродячие артисты, менестрели, уличные гадалки нередко служили связными между группировками. Их задача — передавать информацию, товары, деньги. В Париже формировались целые деревни нищих, объединенных в иерархические структуры с собственными законами. Члены таких объединений часто имели собственный тайный язык и жесты. Для полиции они были почти неуязвимы. У преступников была сеть укрытий, контакты среди чиновников и поддержка бедных слоев. Но не только бедняки участвовали в теневых делах. Купеческие союзы могли устранять конкурентов через подкупы и наемных головорезов. Таким образом, преступность становилась не анархией, а инструментом влияния. Эти гильдии — ранний прообраз мафии. Они показывают, как система, прикрытая законностью, может служить преступным целям в течение веков. После краха Римской империи Европа погрузилась в хаос. Исчезли дороги, исчезли армия и налоги. И вместе с ними исчезла защита. Это было время, когда преступность правила вне стен укрепленных городов. Разбойники нападали на караваны, грабили монастыри и деревни. Часто они объединялись в банды по десятки человек. Многие были бывшими солдатами, утратившими хозяев. Без правосудия и суда они действовали по принципу силы. Особенно опасны были леса, места вне юрисдикции феодалов. Здесь формировались лагеря, которые существовали годами. Иногда феодалы использовали разбойников как наемников, оплачивая набеги на соседей. Суды того времени были варварскими, ордалии. Испытания огнем, водой или железом, где исход решался не фактами, а волей Бога. Церковь имела свою власть и могла наказывать преступников, но сама часто преследовала еретиков жестче, чем убийц. Народные легенды романтизировали некоторых бандитов. Робин Гуд — яркий пример, но реальность была иной. Это были жестокие люди, грабившие всех подряд. Темные века — время, когда преступность стала частью быта. Люди привыкли к ней как к непогоде, знали, что в дороге могут убить, и защищались как могли. Право силы заменяло силу закона. Древний Рим был не только центром цивилизации, но и местом, где законы сочетались с жесткими методами подавления. Система права включала суды, сенатские постановления, адвокатов и прокураторов. Но при этом наказания были предельно наглядными и пугающими. Казни устраивались на площадях. Одним из самых ярких примеров — игры в Колизее, где преступников бросали львам или заставляли сражаться с гладиаторами. Это было шоу и инструмент устрашения. Законы Рима четко разделяли граждан и неграждан. Римлянина нельзя было распять, но раба — запросто. Женщин
судили отдельно, нередко применяя пытки без суда. За кражу, отсечение руки, за бунт, изгнание или смерть была развита система доносов. За сведения о преступнике обещали награды, что поощряло слежку и предательство. Часто дело решалось не фактами, а связями и социальным статусом. Однако именно Рим дал миру концепцию презумпции невиновности и права на защиту. Это парадокс. Жестокая система породила прогрессивные принципы. Римская юстиция была отражением империи. Блеск, порядок и беспощадность. Законы работали, но служили прежде всего интересам власти, а не обычного человека. И все же наследие Рима живет в каждом современном уголовном кодексе. Когда цивилизации начали строить города, появилась необходимость в защите порядка. В Древнем Египте при фараоне Рамзесе действовали так называемые меджаи, своего рода охранники и следователи. Они патрулировали улицы, защищали гробницы, расследовали преступления. Их работа сочетала слежку, аресты и ведение допросов. Законы в Египте были жесткими. За кражу, ампутации, за лжесвидетельство, смертная казнь. Однако существовали и административные наказания, порка, каторга, изгнание. Некоторые дела рассматривались с участием жрецов, что добавляло религиозного давления. В Древнем Китае уже в первом тысячелетии до нашей эры существовали правовые трактаты и четкое разделение преступлений. Империя имела свою иерархию чиновников, которые следили за порядком. Нарушители карались публично, удары палками, татуировки на лице, ссылки. Существовал строгий контроль над улицами. Люди делились на десятки и сотни, каждый был ответственен за соседа. Если преступник скрывался, наказывали весь квартал. Это формировало атмосферу постоянного наблюдения. Интересно, что в обоих обществах существовали механизмы апелляции, но они работали только для знати. Простолюдины редко получали справедливость. Эти древние примеры показывают, что стремление контролировать преступность возникло сразу после появления государственности, но правосудие служило прежде всего интересам правящих элит. До появления писанных законов люди руководствовались силой, честью и обычаями. В племенных обществах, где не существовало полиции или судов, справедливость обеспечивалась кровной местью. Если убили брата, ты обязан убить в ответ. Невыполнение этого долга считалось позором и подрывом авторитета семьи. Этот принцип существовал у многих народов, от германцев и кельтов до арабов и народов Кавказа. У викингов семейные вражды описывались в сагах как священная обязанность. У арабов существовала дия, компенсация за убийство, но отказаться от мести имела право только семья погибшего. Такая система сдерживала преступность страхом, но часто превращалась в бесконечные циклы насилия. Один конфликт мог длиться десятилетиями, охватывая поколения. Иногда роды договаривались через старейшин, приносили клятвы или жертвоприношения, но мир был редкостью. Постепенно с приходом государств кровная месть начала вытесняться судами. Однако в некоторых регионах она сохраняется до сих пор, особенно там, где правосудие воспринимается как коррумпированное или несправедливое. Этот древний механизм показывает, насколько глубоко в человеческом сознании укоренено чувство возмездия. И даже в наш век судов и адвокатов идея самостоятельного правосудия до сих пор живет, пусть и в других формах. С развитием письменности человек впервые смог зафиксировать, что такое преступление и какое наказание за ним следует. Один из древнейших примеров — законы Ур-Намму, созданные около 4000 лет назад в Шумере. Там были определены наказания за убийство, кражи, лжесвидетельство, а также установлены компенсации. Позже в Вавилоне был создан знаменитый кодекс Хаммурапи. Более 200 статей, выбитых на камне. Принцип око за око стал основой правосудия. Но важно помнить, равенство было только на бумаге. Раб, убитый свободным человеком, не стоил жизни, за него платили штраф. Женщины тоже были менее защищены. Однако именно эти кодексы стали шагом от личной мести к системному правосудию. Появилась публичность закона. Каждый мог его прочитать и понять последствия. Это ограничивало произвол и давало обществу основу для доверия к правилам. Такие тексты появились не только в Месопотамии. В Древнем Египте, Индии и Китае тоже существовали свои правовые трактаты, регулирующие семейные, имущественные и уголовные отношения. Писанное право стало основой цивилизации. Оно позволило решать споры не мечом, а словами. И хотя законы тех времен кажутся жестокими, они были шагом вперед, от хаоса к порядку. После распада СССР в начале 90-х наступил хаос. Власть ослабла, экономика рухнула, милиция не справлялась. Именно тогда в городах и поселках начали стремительно расти преступные группировки. В каждом районе своя банда, своя крыша, свои законы. Основу многих группировок составляли бывшие спортсмены, уголовники, военные. Они контролировали рынки, банки, заводы, открывали ночные клубы и обменники. Все решалось по понятиям. У воров в законе в элиты криминального мира был свой устав. За нарушение — стрелка, поножовщина или изгнание. Особенность той эпохи — тесное переплетение криминала и политики.
Бандиты становились депутатами, бизнесменами, владельцами газет. Деньги от рэкета инвестировали в строительство, медиа, охранные фирмы. Начались войны между группировками. Расстрелы днем, взрывы машин, похищение — это стало обыденностью. Правоохранители либо боялись, либо сами участвовали. К концу 90-х власти начали зачистку, аресты, ликвидации, контроль за финансовыми потоками. Крупные банды либо исчезли, либо ушли в тень. Но последствия остались. Криминальные капиталы легализовались, а бывшие авторитеты стали уважаемыми людьми. Эта история не о прошлом, это о том, как преступность может навсегда вписаться в структуру государства и бизнеса.